Так, друзья, всем привет. Прерываю свое молчание, так скажем. Хочу сегодня рассказать, как я сходил в отделение ВТБ и попытался перевести бумаги, акции с этого брокера на счет какого-нибудь другого брокера, да, и что в результате этого получилось. Итак, пришел в офис, отстоял одну очередь, отстоял другую очередь. Наконец-то она дошла до меня, и я, конечно, задал свой вопрос. Давайте, ребята, объясняйте мне, что у нас работает, какие у вас сейчас сроки, процедуры там и так далее. Значит, мне, конечно, не отказали, да, мне не отказали в переводе бумаг, но в итоге я решил этого не делать, и вот этим как раз-таки поделюсь с вами сейчас. Вы знаете, что у ВТБ инвестиции, у ВТБ банка есть определенные проблемы, да, в связи с санкциями, введенными в отношении этого банка, в отношении России. Все понимают. Вот ВТБ, по их словам, активно пытается бороться с этим делом, вырулить из этой ситуации. Вот даже недавно у них видеоролик на официальном канале на ютубе выходил с ответами на вопросы. Они, по-моему, еще устраивают вечерние сессии там в 7 часов вечера, да, по-моему, с ответами на вопросы в своем телеграм-канале. Туда можно присоединиться, я ссылочку оставлю в описании к ролику. И какие-то вопросы попытаться задать, но, честно говоря, когда я пробовал задать вопрос через бота того же, как-то ответов я не получил. Следующий момент, значит, есть сложности с переводом, да. Принять ваше заявление могут, конечно, это процесс не быстрый, оформление всего перевода, там нужно поручение подать о переводе к другому брокеру, потом подать встречное получение с того брокера, на счет которого вы хотите перечислить эти бумаги. Конечно, вы понимаете, что есть определенная комиссия за эту операцию. Она не маленькая, у ВТБ она составляет около 500 с чем-то рублей, плюс комиссия у брокера того, который принимает эти бумаги в ответ. Поэтому отсюда следует простейшее такое умозаключение, да, что дешевые позиции, дешевые бумаги вам переводить, ну не то, что нет смысла, это, возможно, будет даже в убыток, и судя по всему, потому что биржи у нас как-то работают пока что, ну, только вот валютная, да, секция работает на московской бирже, то есть, и как-то в ближайшее время не планируется открытие, даже до 18 числа у нас есть информация, что ничего открываться не собирается, так что мы ожидаем, конечно, терпеливо ждем. Вот, что хочу сказать еще, да, что перевод, вот эта комиссия, она за каждого эмитента. То есть не за количество бумаг в вашем портфеле, а именно за эмитентов. Эмитенты это вот акции, да, различные наименования компаний, которые есть в вашем портфеле. Я планировал перевести несколько самых крупных позиций. Это PayPal, это Microsoft и еще, по-моему, какая-то. Ну, там в общей сложности 1100, по-моему, получалось. Ну, это на самом деле не суть важно, потому что я все-таки этого решил не делать. Во-первых, это экономия времени, да, для того, чтобы не засиживаться там и не пытать, скажем, свое счастье, подав заявку вместе с теми людьми, которые уже ее подали, и они до сих пор не исполнили все эти поручения, хотя прошло уже больше там 2 недель, судя по информации и от сотрудницы, и от обратной связи, значит, других людей, которые уже подали поручения тоже. Ничего хорошего как бы ждать не стоит. Сроки затягиваются, по-моему, по регламенту до 5 дней должны такие поручения исполняться, но у ВТБ, насколько я понял, послушав разговор с другим клиентом, пока он сидел, и я ждал очереди своей, значит, что регламент у ВТБ какой-то свой есть, и можно его посчитать, видимо, на сайте. Да, я, конечно, этим заниматься не буду. А вы можете, если хотите. Значит, была такая информация мне дана, что вы можете оставить поручение. Да, мы потратим кучу времени на то, чтобы это все оформить, дело, и вы будете тупо ждать, да, пока получение либо исполнится, если исполнится вообще, либо не исполнится.
Вот, потому что пока что нет вот какого-то единого решения, так скажем, над которым работает ВТБ, да, вот меня сотрудница, конечно, там уверяла там всячески, что нет смысла сейчас подавать поручение, это пока нет какой-то официальной информации, да, от самого брокера, каких-то официальных заявлений относительно этого, и мной решено было действительно вот не рыпаться, так скажем, да, потому что мало того, что я потрачу время на оформление этого всего дела, бумаги по ходу перевода могут и затеряться, такое бывает, кстати, да, от этого никто не страхован при переводе с депозитария в депозитарий, в том же депозитарии, да, от брокера к брокеру, бывают косяки, бывают бумаги теряются, вам это надо? Я думаю, что нет, в текущей ситуации как-то лучше, наверное, так, затаиться и ждать решения решения от ВТБ, да, что они придумают касательно этой ситуации. И, хочу напомнить, что те инвестиции, которые у вас есть, которые были сделаны что у брокера ВТБ, что у брокера там Тинькофф и каких-то других брокеров, это все-таки должны быть не последние ваши деньги. Да, сумма может быть существенная, да, может быть реально неприятно, вот, но тем не менее у вас должна была быть какая-то подушка безопасности, чтобы не так переживать, вот. Но бывают, конечно, я признаюсь, да, что бывают ситуации, когда нужно достать из всех как бы кубышек, из всех возможных мест, где ты знаешь, что у тебя деньги лежат, но получить вот их не можешь. Бывают такие вынужденные ситуации, и в моей ситуации мне хотелось бы все-таки достать деньги, в том числе с брокерского счета ВТБ Инвестиции. Вот такая, значит, ситуация сложилась. Я решил не переводить активы, даже какую-то часть от этого брокера к другому, к Тинькофф я, конечно, да, присматривался. Хотя у БКС там было какое-то предложение, что они якобы без комиссии принимают бумаги к себе. Но, насколько я понял, это не имеет места быть больше. Хотя, может быть, у меня портфель просто не такой большой, и они предлагают только крупным клиентам. Можете написать про это в комментариях. Никакой визуализации сегодня я, как видите, не делаю, да, показывать, собственно говоря, нечего на экране, потому что приложение ВТБ как не работало, так и не работает, что инвестиционное приложение, что брокерское, это, конечно, беда, на айфоне конкретно, да, это, я так понимаю, потому что их заблокировали в App Store, на андроиде пока что все работает, будут ли там какие-то ограничения, я не знаю, сказать не могу, но пока что, если у вас не работает приложение ВТБ или ВТБ инвестиции на Android, можно ВТБ, просто ВТБ, не без ВТБ инвестиций. Можно скачать APK-файлик, который они у себя на сайте официальном любезно предоставляют, и никакой сложности не будет с установкой приложения. Да, если вы там в возрасте, можете попросить у внуков, там, сыновей, детей и так далее, установить вам это приложение на свой Android-телефон, и никаких проблем с этим возникать не должно. Вот буквально в очереди пока стоял в банк, помог женщине, у нее был Android, вот iPhone и Android. Она говорит, я вот отжала у сына Android, надо установить приложение. Мы установили ей приложение с Play Market, Google Play Market, и все шикарно заработало, она смогла зайти, там перевести свои деньги и так далее. Так что вот такой коротенький апдейт, ребята, по ситуации с ВТБ. Я решил не двигать свои никакие активы. Не сказать, что я и вас призываю не совершать никаких действий, если хотите, да, если у вас есть возможность и есть желание разбираться, так скажем, в индивидуальном порядке с брокером ВТБ, вперед, пожалуйста. Я думаю, что все-таки какое-то решение по этому вопросу будет представлено официальное, да, либо уж там с брокером все, капец, он закрывается, либо он там выкупает какого-то другого мелкого брокера, и все, значит, операции будут проходить через него, когда Санкт-Петербургская биржа у нас, она уже работает, в принципе, да, насколько я знаю, работает, я как-то так не заходил, вот, особо, только на валютную. Так что вот такая ситуация, да. Не знаю, стоит ли вам конкретно в вашей ситуации куда-то, да, торопиться и что-то делать. В целом, может быть, даже это больше полезно так будет, да, что переждать эту ситуацию
никуда не подавшись к другому брокеру. Так что всем удачи в инвестициях. Я не знаю, конечно, о каких инвестициях сейчас вообще может быть речь. У меня, например, с заработком, ну, как вы понимаете, не самая лучшая ситуация. Так что желаю всем удачи и надеюсь, вы тоже мне пожелаете удачи. Увидимся в комментариях и в следующих роликах, если ничего не поменяется дальше. Вот. Устанавливайте VPN. Я, кстати, его ссылочку на VPN, два штуки там разных, скинул в описании к ролику. Можете воспользоваться, попробовать. Что понравится, не понравится, тоже напишите в комментарии. Вот. Все. Всем пока.